Друзья, всем привет! Сегодня я вас познакомлю с классной схемой для апскейла видео на модели One 2.2 для ConfUI. Апскейл поддерживает контекстное окно, что позволяет апскейлить видео гораздо более чем 81 кадр. Конечное разрешение можно получить от HD до Full HD и даже более. Это будет зависеть только от объема вашей видеопамяти и будет влиять на скорость генерации. Скорость генерации почти такая же, как при самой генерации на модели One 2.2. Потребление в RAM от 12 ГБ, но если вы захотите Full HD разрешение, то понадобится около 16 гигабайт видеопамяти. Но в любом случае процесс апскейла, как и процесс генерации на модели One 2.2, это ресурсоемкий процесс, понадобится видеокарта от уровня 4070, чтобы процесс апскейла не становился просто бесконечно долгим. Схема будет несложная, но есть момент по настройке скорости потребления видеопамяти и точности генерации. Давайте начинать. Если у вас еще не установлен ConfUI, то вы можете установить мою настроенную портабельную сборку. Она находится вот здесь, вот ссылка на нее будет в описании под этим видео. Она доступна абсолютно бесплатно. Вы можете перейти, и здесь есть подробная инструкция, есть описание, что здесь есть видео, в котором я рассказываю, что в этой сборке находится. И еще вам здесь понадобится инструкция по установке Triton и Sage Tension. У меня есть специальный BAT-файл, который устанавливает Sage Tension и Triton в вашу сборку, но также еще нужно будет установить некоторые библиотеки Windows. Здесь это все в инструкции расписано, и видео это, по-моему, там тоже еще показано, поэтому переходите, смотрите. Sage Tension вам нужно для того, чтобы просто ускорить генерацию, там ускорение порядка двухкратное почти получается. По поводу моделей. Смотрите, вам понадобится модель Low Noise One 2.2 Text to Video. Именно вот такая модель нужна будет. Если у вас мало видеопамяти, ее не будет хватать, например, при апскейле, то скачайте модель GGUF, например, Q4KM, вот такую вот. Если видеопамяти хватает и модель у вас уже скачана FP8, то оставляйте модель FP8. Эти модели помещаются в папку Models, Diffusion Models. Далее вам понадобится еще вот такая вот модель. Это UMT5. Опять же, если у вас мало видеопамяти, вы можете скачать вот такую модель GGUF, например, Q4KM. Если у вас уже есть FP8, то можете оставить FP8 модель. Эта модель помещается в папку Models Clip. И также вам еще понадобится модель VAIA One 2.1. Давайте теперь переходить в ConfUI, я его уже запустил. Вы скачаете вот эту вот схему на Boosty, она будет в формате PNG, вы сможете открыть, посмотреть все настройки вот в действующем варианте, как она вот у меня сейчас запущена. И этот PNG вы можете закинуться в рабочее пространство, и у вас такая вот схема появится. Если какие-то будут красные узлы, нажимаем Manager, нажимаем Install Missing Custom Nodes. Все узлы, которые здесь будут, вы их выбираете, нажав на вот этот квадратик. После этого у вас появится черная кнопка Install, ее нажимаем, все вот эти узлы будут установлены, и нажимаем красную кнопку Restart, которая тоже появится. После этого у вас произойдет перезагрузка странички. Если она не произойдет, потом нажмите обновить эту страничку, и у вас уже вот такая вот схема должна быть без красных узлов, то есть все узлы должны быть установлены. Если у вас установлена своя сборка и что-то там не работает, попробуйте поставить мою сборку, на ней у вас все должно работать. Давайте теперь посмотрим и разберемся, что это за схема, как она работает. Первое, в этой схеме у нас есть загрузчик модели, здесь у нас загружается модель Low Noise. Мы будем использовать только одну модель Low Noise. Почему так? Потому что High Noise нужна для анимации, а Low Noise для текстурирования. Нас интересует апскейл, соответственно, текстурирование. Также нам понадобится модель LoRa. Вот такая вот One 2.2 LoRa Lightning Text to Video. Low Noise. И также мы вот здесь выбираем клиповую модель. Я выбрал формат GGUF. На самом деле и FP8 подойдет. В принципе, особо какой-то разницы здесь нету. Ну и также нужно будет здесь выбрать модель One 2.1 VAIA. Смотрите, все вот эти модели обязательно перевыбирайте, потому что у вас могут быть ошибки из-за того, что у меня эти модели находятся в других папках или как там называются по-другому. А далее здесь у нас специальный узел для выгрузки видеопамяти, но все настройки будут чуть ниже. Я их специально вывел в одну группу. Давайте сейчас поговорим про вот эту вот группу. Здесь у нас загрузка видео. Мы выбираем исходное видео, которое будем апскейлить. Я выберу вот такое вот видео. Вот с такими вот маленькими человечками. Оно на самом деле не очень детализировано. Вода вот здесь такая вот разряженная. Да и в принципе все вот с низкими деталями. Но можно и более качественное видео тоже апскейлить. Тоже будет получаться более интересный результат. Смотрите, вот это видео, оно 93 кадра. Я его специально взял, чтобы вам показать, что более 81 кадра мы тоже можем апскейлить.
Теперь смотрите, здесь мы можем выбрать FPS, это количество кадров в секунду. Если у вас видео сгенерировано на модели WAN или у вас, ну скажем, видео не требует там какой-то точности по губам, там липсинг, например, или еще что-то, или какая-то там динамика сложная не присутствует, то вы лучше поставьте 16 кадров, это будет намного быстрее, потому что дальше у нас будет интерполяция. Но если вам нужно, например, там 25 кадров в секунду или там может даже больше, вы сможете просто поставить 0. В данном случае у нас 30 кадров в секунду, поэтому у нас в итоге получается 177 кадров, это будет просто очень долго. А я просто это видео делал, и я его интерполировал в свое время. Сейчас смысла как бы всю эту интерполяцию просчитывать нет, поэтому я поставлю 16 кадров. Это будет намного быстрее, и по качеству мы ничего не потеряем, по плавности тоже ничего не потеряем, потому что у нас будет интерполяция дальше. Далее здесь у нас происходит upscale, но здесь нам ничего настраивать не нужно. Я, смотрите, здесь делал пометки вот такие вот. Обязательно их читайте. Здесь есть полезная информация для правильного управления схемы. В самой схеме у нас есть ссылки на все модели, на лора. И есть расположение папок, куда все эти модели нужно положить. Поэтому здесь тоже можете посмотреть. Далее, вот эта вот группа, это у нас группа с настройками. Первое – это выгрузка блоков модели в оперативную память. 40 блоков полностью вот здесь выгружается. Чем у вас меньше будет выгружено видеопамяти в оперативную память, тем просто у вас быстрее будет эта генерация. Поэтому вот этот параметр нужно настроить уже по возможностям загрузки вашей видеопамяти. Далее, вот здесь мы выбираем разрешение 2000. Вот здесь я написал, соответствует примерно Full HD 1920 на 1080. Если 900 поставите, то это будет HD 1280 на 720 и так далее. Вы можете поставить какие-то промежуточные значения, там 1280, там, например, или 1600. То есть здесь уже подбирайте по возможности под вашу видеокарту. Опять же, не обязательно делать Full HD, и 1280 тоже дадут вполне нормальный результат, более интересный, чем у вас был на исходнике, если, конечно же, исходник был прям не совсем высокого качества. Но также вы здесь можете поставить и значения даже больше. Ограничением является только объем вашей видеопамяти и также время генерации. И вот эти вот последние параметры, это очень важные параметры, они влияют на точность апскейла. Смотрите, здесь мы сдаем всего шагов генерации, в данном случае это 8 шагов. И означает то, что мы 6 шагов пропускаем и только последние 2 шага перегенерируем. Это влияет на то, с каким мы шумом будем работать. Если мы берем, например, более близкий там шум, то есть там, например, с 5-го шага или с 4-го начинаем апскейл делать, то в этом случае у нас перегенерация будет более серьезная, то есть видео изменится более существенно. Если же мы берем последние шаги, в данном случае 7 и 8, то в этом случае мы перегенерацию делаем уже на более мелком шуме. Но это еще не все. Здесь мы можем поставить и другие варианты. Вот здесь я написал. Мы можем, например, сделать даже вот так вот 24 и 21. Это будет совершенно другое. По точности это будет намного точнее. Почему? Потому что у нас 21 кадр сначала пролистывается, и все вот это исходное изображение как бы выливается, да, и дальше уже совсем мелкий шум, который мы изменяем. То есть мы совсем делаем мелкую подстройку, мелкий апскейл. И такой вот апскейл будет намного дольше, потому что 24 шага, они там все равно как-то учитываются. И это, в общем-то, значительно дольше получается по скорости, ну, раз в 2, наверное. Поэтому в данном случае я поставил 8 и 6. На мой взгляд, это оптимальные значения, но вы можете поиграться, попробовать какие-то другие значения. Но вот на превью сейчас вы видели пример, они все были сделаны вот с такими вот настройками. Теперь давайте поднимемся чуть повыше. Вот здесь у нас есть промпт. Мы этот промпт берем с первого изображения этого видео. Можете поставить там какое-нибудь n другое изображение, например, там 3, 4, 5, то есть где у вас это видео больше себя раскрывает, на каком изображении. И мы это изображение здесь описываем с помощью модели Florence. Модель сама загружается с помощью вот этого узла, он называется download, соответственно, идет загрузка этой модели, если у вас этой модели нет. Чтобы эта модель у вас загрузилась, у вас должен быть прописан токен Hugging Face в переменной среды Windows. И далее мы переходим вот к этой вот группе уже непосредственной генерации. Вот он наш сэмплер, в данном случае у нас будет один. Почему? Потому что мы используем только одну модель Low Noise, то есть только модель для текстурирования. Сюда мы подаем непосредственно саму модель, подаем изображение в виде эмбеддингов вот из этого узла. И далее мы подаем сюда подсказку в виде текст эмбеддингов, которые закодированы с помощью вот этого узла. Но это еще не все. Сюда мы подаем латентное пространство с нашим исходным изображением, которое проходит в OneVideo Encoder. Здесь мы можем поставить тайлинговые
кодирования в энкодере. Если у вас что-то тормозится прямо в самом начале, посмотрите в консоли. Если у вас это One Video Encoder, то есть кодирование изображения, то в этом случае включите вот эту вот галочку. У вас видео будет кодироваться с помощью тайлингового метода, но здесь будут уже потери. Поэтому если необходимости нет, лучше не включайте вот эту галочку, потому что предварительно вот это вот кодирование с помощью тайла, оно теряет в качестве. А далее сюда мы подаем контекст option. Контекст option — это как раз контекстное окно, о котором я говорил. Если у вас не хватает видеопамяти, вы можете поставить меньшее количество кадров, например, там 53 кадра. Это будет означать, что у вас одно контекстное окно, как кусочек видеопленки такой или фотопленки, будет равен всего лишь 51 кадру. И в этом случае у вас видеопамяти будет расходоваться меньше. Максимальное количество здесь можно поставить 81 кадр. Это будет оптимально для One моделей, но это не означает, что это будет лучше по качеству, да. То есть это будет также по качеству, но просто будет максимально быстро. Почему? Потому что у нас при каждом окне еще есть перекрытие, то есть на 4 кадра. Соответственно, чем у вас будет больше вот таких мелких окон, тем у вас будет больше вот этих вот перекрытий. Но потребление видеопамяти будет очень сильно увеличиваться, если вы будете повышать это значение. Поэтому вы можете тоже подобрать необходимое количество кадров одного контекстного окна, чтобы вам просто хватило этой видеопамяти. Вот, например, для себя я подобрал 77 кадров при Full HD апскейле. Вот при таких вот значениях я могу апскейлить достаточно большие видео. Это может быть, да, будет там долго, но несколько минут видео я могу таким образом проапскейлить, у меня не будет вылета по видеопамяти. Если видео, которое вы апскейлите, оно маленькое, у вас видеопамяти хватает, вы можете просто забайпасить этот узел, и у вас скорость генерации возрастет примерно в 2 раза. То есть вот это вот окно для апскейла, оно очень сильно тормозит генерацию. По умолчанию я его оставлю вам включенным, чтобы у вас у большинства апскейл этот заработал. Но помните, что можно этот узел просто забайпасить, чтобы ускорить генерацию при условии, что вам хватает видеопамяти. Теперь по поводу Easy Cache. Смотрите, Easy Cache можно включать в том случае, если у вас количество кадров генерации будет 8 или более. А что это значит, да, если вы, вот, например, здесь поставите там 24 кадра, как я вот показывал, да, а здесь поставите 16, соответственно, у вас с 16 по 24 кадр будет апскейл происходить, то есть генерация будет происходить, это 8 кадров. Если вы, например, сейчас разбайпасите Easy Cache, то в этом случае у вас некоторые шаги генерации могут просто отсеяться. То есть если Easy Cache определит, что они неэффективны, скажем, они не укладываются вот в этот предел, то они просто у вас будут пропущены, и, соответственно, у вас генерация будет быстрее. А далее, смотрите, здесь мы уже видим результат, который у нас получится после One Video Decoder. Он, опять же, может быть плиточный, может быть не плиточный. В данном случае я оставил его включенным, всегда плиточным. Дело в том, что вот на вот этом этапе потери в качестве не очень высокие, не такие, как вот здесь. Если вы здесь включаете, то потери будут уже существенные, точность будет нарушаться, потому что у вас прям перед апскейлом, непосредственно перед сэмплированием идет уже какие-то потери, да, и они потом уже только нарастают. Поэтому здесь вот лучше оставляйте выключенным это значение, а здесь можете, в принципе, его включить, на качество прям сильно никак не повлияет. А здесь мы видим уже результат апскейла, и вот здесь мы включаем интерполяцию. Смотрите, если вам не нужна интерполяция, просто ее отключите. Если нужна, включайте. Здесь у нас стоит, какое у нас количество кадров будет добавляться. В данном случае вместо одного кадра будет создаваться 2 кадра, и видео будет вдвойне плавнее. То есть здесь у нас вместо 16 кадров получится 32 кадра. И на выходе у нас вот здесь на автомате это значение фреймрейт, оно подастся, и уже видео будет более плавно. Так, смотрите, я сейчас запустил генерацию. Сейчас у меня апскейлится 91 или 92 кадра. Full HD. Расход видеопамяти 30 гигабайт из 32. Больше не забирается, причем при записи видео тут еще надо что-то там расходуется, чуть поменьше, наверное, все-таки 30 получается. Вот это с контекстным окном. Если бы я его сейчас выключил, у меня было бы вылет просто по видеопамяти. Не обязательно ставить, конечно, разрешение там Full HD, можете поставить поменьше, у вас будет значительно меньше потребления видеопамяти. Также, смотрите, у меня включен Sage Attention. Sage Attention в 2 раза примерно ускоряет апскейл, здесь я написал. Попробуйте поставить SDPA, да, если у вас не поддерживается Sage Attention, можете Flash Attention поставить, если у вас он установлен. Раздел Sage Attention, по-моему, доступен на Linux, только, честно говоря, читал про него, но я так понял, что там какие-то подготовки перед апскейлом есть, но вроде бы он быстрее работает. Опять же, позже, может быть, разберемся, если
получится Radial Attention поставить, возможно, будет еще немножко побыстрее. Но в любом случае читайте вот эти вот заметки, здесь написано некоторые пояснения, да, что нужно выбирать, что делать, если у вас там что-то не работает, какие-то ошибки, какие-то узлы обведены, да, при апскейле, например. По поводу времени апскейла или скорости апскейла, да, вот смотрите, здесь это у нас 128 секунд на итерацию, это с латентным окном, а с ним в 2 раза дольше, как правило, происходит апскейл. То есть, если я его выключу, но мне не хватает просто видеопамяти по количеству кадров, да, это 93 кадра. Если бы у меня было там 81 кадр, мне бы хватило видеопамяти при Full HD, но это 32 гигабайта видеопамяти. И это, опять же, при выгрузке 40 блоков, то есть, в принципе, тут уже убирать нечего. То есть можно, опять же, понизить разрешение, но я не хочу, я хочу Full HD получить. Но смотрите, это 93 кадра. Если бы я здесь поставил, например, там 300 кадров, я бы и 300 кадров таким образом проапскейлил. Больше уже видеопамяти у меня не расходовалось бы. Сейчас у нас произойдет еще интерполяция, у нас добавится еще промежуточные 2 кадра. Если вам это не нужно, можете отключить. Так, апскейл у нас завершен. Давайте посмотрим сначала на время апскейла. 265 секунд сэмплер работал. Но также тут еще и другие узлы тоже, в принципе, прилично работали. Все-таки это Full HD, 93 кадра. Это тяжелая, скажем, такая задача. Интерполятор на самом деле очень быстро работает, поэтому, в принципе, его можно не выключать. Он очень здорово, плавнее, скажем, делает видео. Теперь давайте посмотрим на то, что у нас получилось. Вот такое у нас исходное видео было. Вот такая вот разряженная вода. Не детальные вот эти вот персонажи у нас всякие. И вот такой вот у нас результат. Здесь у нас вода уже более детальная, может быть, не совсем прям естественная, то есть как что-то такое плотное там льется, так кажется, но деталей значительно больше стало. Вот все вот эти человечки, они очень точные, детальные, там даже ручки вот видно, какие-то пальчики там появились. В общем, деталь намного больше стало. И апскейл, в принципе, очень неплохой получается за вот такое вот время. Раньше на такие вот апскейлы требовалось намного больше времени и больше ресурсов. Друзья, вот такой вот апскейлер, мне кажется, он на самом деле очень интересный, многим он из вас понравится. Если у вас какие-то там есть старые видео, которые вы хотите немножко улучшить, или у вас просто не хватило там где-то детализации, там на каком-то сервисе вы сделали эти видео, хотите их сделать Full HD, то эта схема вам здорово поможет. И если у вас, конечно же, мощная видеокарта, то это будет за адекватное время происходить. Если слабая видеокарта, то это будет, конечно же, очень долго. И вы можете, конечно, поставить тогда там на ночь апскейл, но мне кажется, это уже не совсем будет правильно. То есть где-то от 40-70, мне кажется, такая схема должна работать более-менее быстро. На этом спасибо за просмотр. Если вам интересны курсы по Automatic Forge Config, я вас приглашаю на сайт stablediv.ru. Там вы сможете познакомиться с материалами этого курса. Также есть там контакт администратора. Если какие-то вопросы у вас останутся, обязательно их задавайте администратору. И если вас интересует большее количество других видео, то вы можете зайти на мой Boosty. Там очень много различных материалов и очень подробные инструкции приложены. И также все ссылочки там тоже я обычно прикладываю, чтобы вам было все это комфортно устанавливать и пробовать. Также вас приглашаю в свой телеграм-канал, там я выкладываю интересные новости, которые выходят, и приглашаю в большой телеграм-чат. Это большой комьюнити для общения, где вы можете пообщаться с людьми по интересам. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.